Урок 1. Время и транспорт. Привет, Анна. Сейчас 16 часов 30 минут. А у тебя? Привет, Джон. Мой рейс в 17 часов. У тебя есть билет? Да, я купил его онлайн. Это удобно и экономит время. Это отличная идея. Мне придется запомнить это в следующий раз. Определенно. Онлайн-бронирование становится все более популярным для различных услуг. Я согласна. Так проще сравнить цены и выбрать лучший вариант. Кроме того, вы сможете избежать длинных очередей и хлопот, связанных с приобретением билетов. Абсолютно. Подобные решения, экономящие время, делают нашу жизнь более эффективной. Говоря о времени, вы когда-нибудь пользовались общественным транспортом в этом городе? Да, у меня есть. Автобусное сообщение и метро здесь достаточно надежные. Приятно это знать. Я подумываю использовать общественный транспорт вместо такси. Это разумный выбор. Общественный транспорт может быть экономичным и экологически чистым. Я слышал, что рядом с пунктом назначения есть станция метро. Легко ли ориентироваться? Да, метро хорошее, есть указатели на английском языке. Это облегчение. Я не хочу заблудиться в незнакомом городе. Не волнуйся, Джон. Вы всегда можете использовать картографические приложения на своем телефоне для навигации. Это правда. Технологии сделали навигацию намного проще. Абсолютно. В нашем распоряжении так много инструментов, которые делают нашу жизнь более удобной. И очень важно помнить о тайм-менеджменте, особенно во время путешествий. Время ценно, и предварительное планирование может помочь нам извлечь из него максимальную пользу. Я согласен. Пунктуальность и организованность позволяют нам добиваться большего. Вот почему важно знать графики движения транспорта и планировать его соответственно. Точно. Подготовка гарантирует более плавное и менее напряженное путешествие. Итак, не забудь проверить время отправления и приготовить билет, Джон. Спасибо, Анна. Я постараюсь приходить вовремя и эффективно использовать общественный транспорт. Пожалуйста, Джон. Безопасных путешествий и приятного пребывания в новом городе. Я ценю твой совет, Анна. Я буду держать вас в курсе того, как идут дела. Заботиться. Урок 2. Борьба с нервозностью. Привет, Анна. Завтра у меня большая презентация, и я очень нервничаю. Привет, Джон, я понимаю. Презентации могут быть пугающими. А ты? Да, я очень нервничаю. Я хочу произвести хорошее впечатление на своих коллег. Волноваться перед важными событиями – это естественно. Не забывайте глубоко дышать и сохранять спокойствие. Это хороший совет. Я попробую некоторые методы релаксации, которые помогут мне справиться с нервами. Еще одна полезная стратегия – несколько раз попрактиковаться в презентации. Это укрепляет уверенность.
Это имеет смысл. Чем лучше я знаком с материалом, тем комфортнее я буду себя чувствовать. Точно. Подготовка имеет решающее значение. Убедитесь, что вы знаете свой контент изнутри. Я также попробую визуализировать успешный результат. Это помогает облегчить часть беспокойства. Визуализация может быть мощным инструментом. Представьте, что вы уверенно проводите презентацию. Я попробую. Позитивное мышление может оказать существенное влияние на нашу производительность. Абсолютно. Помните, что каждый иногда нервничает, даже опытные ораторы. Приятно осознавать это. Я не одинок в таких чувствах. Определенно. И не забывайте делать перерывы и заниматься деятельностью, которая вас расслабляет. Хороший вопрос. Забота о моем благополучии будет способствовать моей общей уверенности в себе. Очень важно сосредоточиться на процессе, а не слишком беспокоиться о результате. Я буду иметь это в виду. Вместо того, чтобы нервничать, я сосредоточусь на донесении четкого сообщения. В этом дух, Джон. Сохраняйте позитивный настрой и верьте в свои способности. Спасибо, Анна. Ваш совет помог мне немного успокоить нервы. Пожалуйста, Джон. Я верю в тебя. Удачи в презентации. Я ценю твою поддержку, Анна. Я сделаю все возможное. Я дам вам знать, как идут дела. Урок 3. Указание указаний. Привет, Анна. Ты знаешь, как отсюда добраться до библиотеки? Привет, Джон. Да, это всего в нескольких кварталах отсюда. Идите прямо примерно 3 квартала. Понятно. Итак, мне следует продолжать движение в том же направлении 3 квартала. Спасибо. Верно. С левой стороны вы увидите библиотеку. Идеально. Есть ли что-нибудь еще, на что мне следует обратить внимание по пути? Вообще-то прямо перед библиотекой есть красивый парк. Вы не можете пропустить это. Это звучит неплохо. Я обязательно найду минутку и оценю пейзаж. Оно того стоит. Парк – прекрасное место для отдыха и наслаждения свежим воздухом. Я рад, что ты упомянул об этом. Я сделаю небольшой крюк, чтобы осмотреть парк. Это хорошая идея. Это сделает вашу прогулку в библиотеку более приятной. Определенно. Я всегда ценю приятную прогулку перед учебой. Похоже, это идеальный способ расслабиться и очистить разум. Абсолютно. Прогулка помогает мне собраться с мыслями и лучше сосредоточиться. Я полностью понимаю. Иногда смена обстановки может творить чудеса. Это правда. Удивительно, как простая прогулка может изменить ситуацию. Кстати, если вам нужна дополнительная информация или есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать. Спасибо, Анна. Я ценю вашу помощь и предлагаю дальнейшую помощь. Никаких проблем.
Я здесь, чтобы помочь вам сориентироваться в этом районе. Это очень любезно с твоей стороны. Я рад, что могу положиться на ваше руководство. С удовольствием, Джон. Я хочу убедиться, что у вас все будет гладко. Я благодарен за вашу поддержку. Я постараюсь внимательно следовать вашим указаниям. Я не сомневаюсь, что ты легко найдешь дорогу. Приятного времяпрепровождения в библиотеке. Спасибо, Анна. Я извлеку из этого максимум пользы. Увидимся позже. Урок 4. Поездка на автобусе. Привет, Анна. Я планирую поехать в музей на автобусе. Маршрут мне не знаком. Привет, Джон, не волнуйся. Большинство автобусов оборудованы экранами и автоматическими объявлениями на каждой остановке. Это обнадеживает. Мне не придется постоянно проверять телефон в поисках следующей остановки. Точно. Автобус сообщит вам, когда приближается ваша остановка. Это удобно. Я могу расслабиться и наслаждаться поездкой, не беспокоясь постоянно о том, что пропущу остановку. Это определенно значительно облегчает путешествие на автобусе, особенно в незнакомых местах. Я согласен. Замечательно, что технологии сделали общественный транспорт более удобным для пользователей. Это действительно так. Теперь вы можете больше сосредоточиться на наслаждении путешествием, а не на навигации. Это большое облегчение. Я могу без стресса оценить виды и звуки города. Абсолютно. Общественный транспорт предлагает уникальный взгляд на повседневную жизнь города. Я с нетерпением жду возможности испытать это. Это отличный способ погрузиться в местную культуру. Определенно. Вы увидите разные районы и разнообразие города. Это одна из вещей, которые мне нравятся в путешествиях. Исследуйте новые места и изучайте разные культуры. Это прекрасная возможность для личностного роста и расширения своего кругозора. Я не могу не согласиться. Путешествие открывает наш разум и расширяет наше понимание мира. А поездка на автобусе– это экономичный вариант знакомства с городом в удобном для вас темпе. Это правда. Я могу сэкономить деньги, сохраняя при этом незабываемые впечатления. Абсолютно. Кроме того, у вас будет возможность пообщаться с местными жителями и узнать их точку зрения. Это одна из вещей, которые мне нравятся больше всего– общение с людьми разного происхождения. Это прекрасный способ способствовать взаимопониманию и построению значимых связей. Я очень рад отправиться в это приключение. Спасибо за советы и поддержку, Анна. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог помочь. Наслаждайтесь поездкой на автобусе и прекрасно проведите время в музее. Спасибо, Анна. Я ценю вашу поддержку. Я извлеку из этого максимум пользы. Заботиться. Урок 5. Исследование городского парка. Привет, Анна, ты была в городском парке. Я слышал, что это красивое место, которое стоит посетить. Привет, Джон. Да, я была там. Это прекрасный парк с множеством зелени и зон отдыха.
Приятно это знать. Я с нетерпением жду возможности провести спокойный день в окружении природы. Это идеальное место для отдыха и наслаждения свежим воздухом. Могу себе представить. Есть ли в парке какие-то особенные достопримечательности или развлечения? Да, здесь есть большое озеро, где можно арендовать катамараны и насладиться неторопливой поездкой. Звучит как веселое занятие. Я обязательно попробую. Это отличный способ оценить красоту парка с другой точки зрения. Я в восторге от этого. А как насчет пешеходных дорожек? Есть ли живописные тропы? Абсолютно. В парке есть несколько благоустроенных пешеходных троп, идеально подходящих для спокойных прогулок. Это именно то, что мне нужно. Мне нравится гулять и любоваться окрестностями. Тогда тебе это понравится. Парк предлагает живописные виды и спокойную атмосферу. Это звучит восхитительно. Обязательно возьму с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть красоту. Это отличная идея. У вас будет много возможностей для фотографирования. Помимо озера и пешеходных дорожек, есть ли в парке еще какие-нибудь примечательные достопримечательности? Да, есть ботанический сад с большим разнообразием растений и цветов. Это звучит увлекательно. Я ценю красоту природы и различные виды растений. Это удовольствие для любителей природы и всех, кто любит садоводство. Я уверен, что проведу много времени, исследуя ботанический сад. Не торопитесь и наслаждайтесь каждым моментом. Есть так много всего, что можно увидеть и оценить. Я так и сделаю. Спасибо, что порекомендовали этот замечательный парк, Анна. Пожалуйста, Джон. Я рад, что могу поделиться с вами этой скрытой жемчужиной. Я благодарен за ваши знания и советы. Это ценная информация для моего визита. Я рада помочь. Надеюсь, ты отлично проведешь время в парке, Джон. Спасибо, Анна. Я воспользуюсь этим опытом по максимуму. Увидимся позже. Урок 6. Создание сада. Привет, Анна. Я подумывал о том, чтобы разбить сад. Я хочу вырастить некоторые растения дома. Привет, Джон, это замечательная идея. Садоводство может быть полезным и расслабляющим хобби. Я в восторге от этого. Но я понятия не имею, с чего начать. Нужны ли нам какие-то конкретные материалы? Да, нам понадобятся горшки для выращивания растений. Давай сходим в садовый магазин и купим. Это похоже на план. Я уверен, что у них будет множество горшков на выбор. Абсолютно. Пока мы там, мы также можем приобрести почву и удобрения. Хорошая идея. Для нормального развития растений важно обеспечить их правильными питательными веществами. Определенно. В магазине будет широкий выбор органических удобрений для более здорового сада. Я рад, что они отдают предпочтение органическим вариантам. Это также лучше для окружающей среды. Абсолютно. Важно помнить о нашем влиянии на планету.
Помимо горшков и удобрений, есть ли еще какие-нибудь предметы первой необходимости, которые нам следует учитывать? Нам также понадобятся садовые инструменты, такие как мастерок, секатор и лейка. Понятно. Эти инструменты помогут нам ухаживать за садом и поддерживать его в хорошем состоянии. Да, они необходимы для таких задач, как посадка, обрезка и полив растений. Я очень рад узнать о методах садоводства и уходе за растениями. Это непрерывный процесс обучения, и по мере продвижения вы будете получать больше знаний. Это часть веселья. Мне нравится учиться и пробовать что-то новое. Садоводство– отличный способ соединиться с природой и развить чувство выполненного долга. Я с нетерпением жду этого. Будет приятно наблюдать, как растения растут и процветают. Абсолютно. Это полезный опыт увидеть плоды своего труда. Не могу дождаться, чтобы начать. Давайте отправимся в садовый магазин и соберем все припасы. Звучит как план, Джон. У нас будет все необходимое для создания красивого сада. Спасибо за ваше руководство и энтузиазм, Анна. Я ценю вашу поддержку. Пожалуйста, Джон. Я рад помочь. Давайте сделаем этот сад процветающим и успешным. Определенно, Анна. Давайте сделаем это возможным. До встречи в садовом магазине. Урок 7. Безопасные путешествия. Привет, Анна. Я слышал, что ты побывала в захватывающих приключениях. Как обеспечить безопасность путешествий? Привет, Джон. Безопасность всегда является главным приоритетом, когда я путешествую. Я принимаю некоторые меры предосторожности. Это мудро. Какие важные меры безопасности вы рекомендуете? Во-первых, я всегда изучаю направление и знакомлюсь с местными обычаями и законами. Это хорошая отправная точка. Информированность поможет избежать ненужных проблем. Абсолютно. Я также обязательно имею туристическую страховку на случай непредвиденных ситуаций. Это умный ход. Лучше быть готовым к любым непредвиденным обстоятельствам. Кроме того, я храню копии важных документов, таких как паспорта и удостоверения личности. Это отличный совет. Наличие резервных копий может избавить вас от многих хлопот в случае потери или кражи. Да, дубликаты необходимо хранить отдельно от оригиналов. Я обязательно это запомню. Что еще вы делаете для обеспечения безопасности во время путешествий? Я всегда внимательно наблюдаю за своим окружением и доверяю своим инстинктам. Личная безопасность имеет решающее значение. Это правда. Бдительность и осторожность могут помочь предотвратить потенциальные риски и опасности. Абсолютно. Я также обязательно имею план общения с кем-нибудь дома. Это ответственный подход. Очень важно оставаться на связи и быть в курсе. Да, я регулярно проверяю семью и друзей, чтобы сообщить им, что я жива и здорова. Близким приятно знать, что во время вашего отсутствия у вас все хорошо. Определенно.
Наконец, я стараюсь сливаться с местными жителями и не привлекать ненужного внимания. Это умная стратегия. Адаптация к местной культуре может улучшить впечатление от путешествия. Да, это помогает создать чувство уважения и признательности к месту назначения. Я учту все эти советы по безопасности в своих будущих путешествиях. Спасибо, Анна. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог поделиться с вами этими мыслями. Ваш опыт и знания ценны. Я ценю ваше руководство. Я рада помочь. Помните, безопасные путешествия ведут к незабываемым приключениям. Абсолютно, Анна. В своих поездках я буду уделять приоритетное внимание безопасности. Заботиться. Урок 8. Ежедневные планы и покупка продуктов. Привет, Анна. У тебя есть какие-то конкретные планы на сегодня? Мне нужно сходить за продуктами. Привет, Джон, у меня нет каких-либо четких планов. Покупка продуктов кажется хорошей идеей. Отлично. Мне нужно запастись кое-чем необходимым. Вам что-нибудь нужно? Вообще-то мне нужно купить свежих фруктов и овощей. Они являются основным продуктом моего рациона. Это здоровый выбор. Я обязательно добавлю их в свой список покупок. Всегда полезно отдавать приоритет питательной пище. Что еще в вашем списке? Мне также нужно купить молочные продукты, такие как молоко, сыр и йогурт. Молочные продукты– отличный источник кальция и других необходимых питательных веществ. Я тоже добавлю его в свой список. Не забывайте проверять сроки годности при покупке молочных продуктов. Конечно, свежесть имеет решающее значение. Я всегда проверяю даты перед покупкой. Помимо продуктов, я мог бы купить кое-какие чистящие средства и туалетные принадлежности. Это хорошее напоминание. Очень важно поддерживать чистоту и гигиену наших жилых помещений. Да, особенно сейчас, когда чистота необходима для нашего благополучия. Еще мне нужно купить кое-какие предметы домашнего обихода, например, стиральный порошок и туалетную бумагу. Это важные вещи, которые у нас не должны заканчиваться. Я тоже добавлю их в свой список. Всегда хорошо быть подготовленным и иметь хорошо укомплектованную кладовую и хозяйственные принадлежности. Конечно, это спасает нас от необходимости спешить в магазин в последнюю минуту. Есть ли у вас на примете какой-то конкретный магазин, где можно купить продукты? Я обычно хожу в ближайший супермаркет. У них есть широкий выбор продуктов. Это звучит удобно. Я присоединюсь к тебе, и мы сможем делать покупки вместе. Это было бы здорово. Вместе ходить по магазинам всегда веселее. Плюс, это дает нам возможность встретиться и провести некоторое время вместе. Определенно. Это хорошая возможность пообщаться и насладиться обществом друг друга. Тогда давай договоримся встретиться сегодня в супермаркете. Похоже на план, Анна. До встречи в супермаркете. Увидимся, Джон. Давайте сделаем наш поход за продуктами продуктивным и приятным.
Абсолютно, Анна. С нетерпением жду этого. До скорой встречи. Урок 9. Выбор идеального подарка. Привет, Анна. У меня намечается особый случай. Хотите помочь мне выбрать идеальный подарок? Привет, Джон, я бы хотела помочь. По какому поводу и кому подойдет подарок? На следующей неделе у моей сестры день рождения, и я хочу подарить ей что-нибудь уникальное. Это заботливо с твоей стороны. Каковы ее интересы и хобби? Она увлекается фотографией и любит путешествовать. Я хочу найти что-нибудь связанное с ними. Как насчет фотокниги или аксессуара для фотоаппарата? Это отличная идея. Она всегда стремится улучшить свои навыки фотографии. Вы также можете рассмотреть вариант индивидуального дневника путешествий или скретч-карты мира. Мне нравятся эти предложения. Что-то, что вдохновляет ее документировать свои путешествия. Другой вариант – подписка на фотожурнал или онлайн-курс. Это фантастическая идея. Это дало бы ей новые знания и возможности для обучения. Давай встретимся позже и осмотрим несколько сувенирных магазинов. Мы можем найти вдохновение вместе. Звучит идеально. Ваш отзыв определенно поможет мне сделать лучший выбор. Всегда весело вместе покупать подарки. Мы найдем то, что ей понравится. Я ценю твою помощь, Анна. Ваше творчество и идеи неоценимы. Я рада помочь. Давайте сделаем этот подарок запоминающимся и значимым. Я не могу не согласиться. Мне важно показать ей, как много она для меня значит. Мы найдем идеальный подарок, который будет отражать интересы и индивидуальность вашей сестры. Спасибо, Анна. Я с нетерпением жду нашего шопинг-приключения. Я тоже, Джон. Давайте встретимся позже и сделаем этот подарок особенным. Абсолютно, Анна. До скорой встречи и еще раз спасибо за вашу помощь. Урок 10. Преодоление языкового барьера. Привет, Анна. Приходилось ли тебе когда-нибудь преодолевать языковый барьер при общении с кем-то? Привет, Джон. Да, во время путешествий я сталкивалась с языковым барьером. Это может быть непросто. Могу себе представить. Как вам удавалось общаться, несмотря на языковый барьер? Поначалу было немного сложно, но мне помогло невербальное общение. Невербальное общение, например, жесты и мимика. Да, именно. Простые жесты и мимика могут передать много смысла. Это правда. Невербальные сигналы могут преодолеть разрыв, когда вербальное общение ограничено. Кроме того, использование наглядных пособий, таких как карты или изображения, может помочь пониманию. Это умный подход. Наглядные пособия могут обеспечить контекст и облегчить общение. Я также обнаружила, что использование основных слов и фраз на местном языке помогает.
Изучение нескольких ключевых фраз может существенно помочь преодолеть языковый барьер. Определенно. Даже простые приветствия и выражения благодарности могут иметь большое значение. Это показывает уважение и стремление общаться с другими людьми на их родном языке. Абсолютно. Люди ценят готовность учиться и общаться с ними. Использовали ли вы когда-нибудь приложение или устройство для перевода для облегчения общения? Да, я использовала приложение для перевода на своем телефоне, когда сталкивалась со сложными разговорами. Технологии могут стать отличным инструментом для устранения языковых пробелов в ситуациях реального времени. Однако важно помнить, что перевод не всегда может быть точным. Это верная точка зрения. Лучше всего использовать технологии в качестве дополнения, а не единственной опоры. Ключевым моментом является набраться терпения и быть открытым к различным методам общения. Терпение и способность адаптироваться необходимы при преодолении языковых барьеров. Также полезно иметь позитивный настрой и чувство юмора. Позитивный настрой может создать дружескую и гостеприимную атмосферу для общения. Абсолютно. Смех и улыбка — универсальные языки, способные преодолевать барьеры. Преодоление языковых барьеров требует усилий и понимания с обеих сторон. Это правда. Это взаимный процесс поиска точек соприкосновения и установления связей. Спасибо, что поделились своим опытом и идеями, Анна. Это ценная информация. Пожалуйста, Джон. Я рад, что смог внести свой вклад в наше изучение языка. Давайте продолжим принимать разнообразие и учиться у разных культур. Определенно, Джон. Языковые барьеры можно преодолеть при правильном мышлении. Я не могу не согласиться, Анна. Давайте продолжим совершенствовать наши коммуникативные навыки. Абсолютно, Джон. Вместе мы сможем разрушить языковые барьеры и способствовать взаимопониманию. Хорошо сказано, Анна. Давайте продолжим учиться и расти. Урок 11. Изучение уличной еды. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала вкусную уличную еду? Привет, Джон. Да, во время путешествий я ела аппетитные шашлыки на гриле. Шашлыки на гриле звучат потрясающе. Какую еще уличную еду вы пробовали? Еще я ела ароматные тако с нежной начинкой из мяса и свежей начинкой. Тако — это классический выбор уличной еды. Пробовали ли вы какие-нибудь уникальные вкусы? Да, у меня было несколько тако с экзотическими начинками, например, кактусом на гриле и острой сальсой. Это звучит авантюрно. Я люблю пробовать новые и уникальные вкусы. Уличная еда — отличный способ познакомиться с местной кухней и культурой. Абсолютно. Это все равно, что почувствовать вкус аутентичных вкусов города. Еще я попробовала хрустящие и пикантные эмпанады с сыром и мясом. Эмпанады популярны во многих странах Латинской Америки. Они такие вкусные. И не забудь про аппетитный аромат свежеиспеченного хлеба.
Ах, перед запахом свежеиспеченного хлеба невозможно устоять. Еще я баловалась некоторыми сладкими угощениями, такими как чуррос, покрытые сахаром с корицей. Churros – мой личный фаворит. Это восхитительная сладкая закуска. Я не смогла удержаться и попробовала освежающий фруктовый коктейль от уличного торговца. Фруктовые смузи идеально подходят для утоления жажды в жаркий день. Абсолютно. Разнообразие вкусов и сочетаний безгранично. Были ли у вас любимые уличные торговцы или ларьки с едой? Был один продавец, который делал самые потрясающие обертки для фалафеля. Обертки с фалафелем очень вкусные. Мне нравится сочетание вкусов и текстур. Точно. Это идеальное сочетание хрустящего фалафеля, свежих овощей и острого соуса. Уличная еда действительно предлагает уникальные кулинарные впечатления. Это праздник чувств, от ярких цветов до дразнящих ароматов. Я проголодался, просто говоря об этом. Не могу дождаться, чтобы попробовать еще уличную еду. Изучение уличной еды обязательно нужно сделать, путешествуя по разным местам. Это отличный способ погрузиться в местную кухню. Определенно. Каждый укус рассказывает историю и оставляет незабываемые воспоминания. Спасибо, что поделились своим опытом уличной еды, Анна. Это было восхитительно. Пожалуйста, Джон. Я рад, что могу поделиться с вами своими гастрономическими приключениями. Давайте продолжим исследовать и наслаждаться разнообразным миром уличной еды. Абсолютно, Джон. Всегда можно открыть для себя что-то новое и вкусное. Я не могу не согласиться, Анна. Давайте поддерживать наши вкусовые рецепторы в восторге и удовлетворении. В будущем нас ждет еще много аппетитных приключений с уличной едой. Привет, Анна. Давайте насладимся вкусами мира. Урок 12. Поиск убежища в неожиданных местах. Привет, Анна. Ты когда-нибудь нуждалась в приюте, пока тебя не было дома? Привет, Джон. Да, был один раз, когда пошел сильный дождь. А нет. Что вы сделали, чтобы укрыться от дождя? К счастью, я заметила неподалеку уютное кафе и решила укрыться там. Это удача. Кафе часто являются отличным местом, где можно найти приют и насладиться теплым напитком. Точно. Я заказал чашку горячего кофе и сидел там, пока дождь не прекратился. Кофе – идеальный компаньон в дождливый день. Это было действительно так. Атмосфера в кафе была очень гостеприимной и утешительной. Были ли у вас какие-нибудь интересные разговоры с другими посетителями кафе? Да, я завязала разговор с дружной парой, сидевшей рядом со мной. Это чудесно. Кафе могут быть отличным местом для знакомства с новыми людьми. В итоге мы поговорили о наших любимых книгах и обменялись рекомендациями. Удивительно, как простой момент укрытия может превратиться в значимое взаимодействие.
Абсолютно. Иногда неожиданные ситуации приводят к прекрасным связям. Вы обнаружили в кафе какие-нибудь интересные особенности или украшения? Да, в кафе был очаровательный винтажный декор, уютные кресла и книжные полки. Винтажный декор придает обстановке уникальный и ностальгический оттенок. Еще я заметила красивые произведения искусства на стенах. Произведения искусства могут улучшить общее впечатление и оживить пространство. Это действительно добавило уютной и гостеприимной атмосферы кафе. Пробовали ли вы какую-нибудь вкусную выпечку или закуски, пока были там? А да, я не могла удержаться от аппетитного кусочка шоколадного торта. Шоколадный торт кажется идеальным лакомством в дождливый день. Это было просто божественно. Сочетание насыщенного шоколада и влажного торта было просто райским. Я проголодался, просто представив это. В кафе зачастую лучшие десерты. Они действительно так делают. Это идеальное место, чтобы удовлетворить сладкоежек. Спасибо, что поделились своим опытом, Анна. Это звучит как восхитительный побег. Пожалуйста, Джон. Это был действительно незабываемый и уютный момент. Давайте не забывать ценить эти неожиданные моменты приюта и комфорта. Определенно, Джон. Они напоминают нам о необходимости замедлиться и насладиться простыми удовольствиями. Абсолютно. Маленькие сюрпризы жизни могут сделать наши путешествия еще более особенными. Это правда. Давайте всегда будем готовы найти приют в неожиданных местах. Я не могу не согласиться, Анна. Давайте примем красоту случайности. За нахождение комфорта и связи в самые неожиданные моменты. Привет, Анна. Давайте продолжим принимать маленькие сюрпризы жизни. Урок 13. Разумное управление капиталом. Привет, Анна. Ты когда-нибудь встречала какие-нибудь интересные советы о том, как управлять деньгами? Привет, Джон. Да, я изучила несколько стратегий, которые помогут разумно управлять деньгами. Это звучит интересно. Есть какие-нибудь советы, которыми вы можете поделиться со мной? Один важный совет – составьте бюджет и регулярно отслеживайте свои расходы. Составление бюджета действительно имеет решающее значение. Это поможет вам быть в курсе того, куда идут ваши деньги. Еще один совет – откладывайте часть своего дохода каждый месяц. Сбережения важны для будущей финансовой стабильности. Сколько нужно экономить? По возможности рекомендуется откладывать не менее 20% дохода. Это хороший ориентир, к которому стоит стремиться. Что еще мы можем сделать, чтобы лучше управлять деньгами? Важно избегать ненужных долгов и погасить существующие долги. Долг может быть бременем. Каковы некоторые стратегии эффективного погашения долгов? Один из подходов – сначала отдать приоритет погашению долгов с высокими процентными ставками. Это имеет смысл. Погашение долгов под высокие проценты экономит деньги в долгосрочной перспективе.
Кроме того, разумно создать резервный фонд на случай непредвиденных расходов. Чрезвычайный фонд обеспечивает поддержку в трудные времена. Сколько следует откладывать на непредвиденные расходы? Обычно рекомендуется откладывать расходы на проживание на 3-6 месяцев. Наличие такой финансовой подушки может принести душевное спокойствие в нестабильные времена. Абсолютно. Также важно инвестировать для долгосрочного финансового роста. Инвестирование может быть пугающим. Есть какие-нибудь советы о том, как начать? Хорошая идея — изучить ситуацию и обратиться за советом к финансовому консультанту. Профессиональный совет может помочь принять обоснованные инвестиционные решения. Кроме того, диверсификация инвестиций может помочь снизить риски. Диверсификация имеет ключевое значение. Распределение инвестиций между различными активами – разумный шаг. Наконец, очень важно регулярно пересматривать и корректировать свой финансовый план по мере необходимости. Гибкость и адаптируемость важны в постоянно меняющемся финансовом мире. Верно. Оставаясь информированными и активными, мы можем эффективно управлять своими деньгами. Спасибо, что поделились этими ценными советами, Анна. Они практичны и полезны. Пожалуйста, Джон. Важно наделить себя финансовыми знаниями. Давайте продолжим изучать и внедрять стратегии разумного управления капиталом. Абсолютно, Джон. Это путь длиною в жизнь к финансовому благополучию. Мудрые слова, Анна. За то, чтобы сделать разумный финансовый выбор и обеспечить наше будущее. Урок 14. Продолжительный срок службы батареи. Привет, Анна. Встречались ли тебе устройства с длительным временем автономной работы? Привет, Джон. Да, недавно я обнаружила смартфон с увеличенным временем автономной работы. Это впечатляет. Сколько времени держит батарея на этом устройстве? Он может работать до 2 дней без подзарядки даже при интенсивном использовании. Это замечательно. Многие смартфоны с трудом могут проработать целый день. Действительно. Наличие аккумулятора с длительным сроком службы — большое преимущество, особенно когда мы в пути. Абсолютно. Очень неприятно, когда в наших устройствах быстро разряжается аккумулятор. Это может быть неудобно, особенно если мы полагаемся на наше устройство для работы или общения. Есть ли какие-либо особенности, способствующие увеличению срока службы батареи? Да, в телефоне используются передовые технологии энергосбережения, которые оптимизируют расход заряда батареи. Это впечатляет. Оптимизация энергопотребления помогает продлить срок службы батареи. Кроме того, у телефона большая емкость аккумулятора по сравнению с другими моделями. Большая емкость аккумулятора определенно позволяет дольше использовать его между зарядками. Это отличная функция для тех, кто постоянно сидит в телефоне в течение дня. Абсолютно. Увеличенный срок службы батареи обеспечивает удобство и спокойствие.
И это позволяет нам использовать наше устройство в течение более длительного времени без перерывов. Это большое преимущество, особенно когда мы путешествуем или вдали от розеток. Всегда приятно иметь надежное устройство, отвечающее нашим потребностям. Определенно. Длительное время автономной работы является востребованной функцией для многих потребителей. При выборе нового устройства важно учитывать время автономной работы. Были ли у вас другие устройства с впечатляющим временем автономной работы? Да, я также встречала ноутбуки и планшеты с увеличенным временем автономной работы. Ноутбуки и планшеты с долговечными батареями отлично подходят для продуктивной работы в пути. Абсолютно. Они позволяют нам работать или наслаждаться развлечениями, не беспокоясь о том, что электроэнергия закончится. Это фантастика. Смартфоны, ноутбуки и планшеты с долговечными батареями меняют правила игры. Они определенно делают нашу жизнь проще и эффективнее. Спасибо, что поделились этой информацией, Анна. Полезно знать об устройствах с увеличенным временем автономной работы. Пожалуйста, Джон. Всегда полезно иметь устройства, которые могут идти в ногу с нашей занятой жизнью. Давайте продолжим изучать и использовать технологии, обеспечивающие длительную работу батареи. Определенно, Джон. Все дело в том, чтобы найти устройство, соответствующее нашим потребностям и образу жизни. За то, чтобы оставаться на связи и оставаться на связи, куда бы мы ни пошли.